Небольшой кусочек мастики скатываем в капельку. Сначала пальцами, а затем шариковым стеком на поролоновом коврике утончаем края. При этом серединка должна оставаться плотной. Используем вырубку приблизительно 1 на 4 см. В центр выдеваем проволоку номер 24 или 26. При необходимости еще раз можно утончить края. Далее делаем оттиск лайнером. Кончик лепестка немного вытягиваем и загибаем кверху. Мы делаем 3 лепестка такой формы, один из которых немного меньше по размеру. Придаем всем лепесткам дугообразную форму. Внешние лепестки имеют другую форму. Они короче и шире, чем внутренние. Ширина этой вырубки должна составлять примерно 2 см, а длина от 3 до 3,5 см. Для утончения лепестков также можно использовать скалку. Раскатываем мастику кверху и в стороны. Проделываем ту же процедуру, что и с первыми 3 лепестками. По размеру эти лепестки одинаковые. Если у вас нет подходящей вырубки, можно вырезать лепесток с помощью ножа для пицца. Так же, как и на первых 3 лепестках, вытягиваем небольшой хвостик. Края формируем как можно тоньше. На лепестках формируем зубчики любой вырубкой с острым окончанием. Также можно воспользоваться обычной зубочисткой. Зубчики не обязательно должны быть одинаковыми. Достаточно, чтобы образовалась очень мелкая бахрома. Даем лепесткам подсохнуть. Итак, у нас 3 тонких лепестка, один из которых немного меньше, и 3 одинаковых широких лепестка. Переходим к изготовлению пестика и тычинок. Проволоку номер 26 или 28 облицовываем белой мастикой. На кончике проволоки закрепляем крошечный овал. Делим его на равные 3 части. Утончаем каждую часть пестика и загибаем вниз. Таким же способом мы делаем 6 тычинок, но верхушку не разрезаем. Мы просто делаем надсечки вдоль каждого овала. Для лепестков я выбрала розовый цвет. Края можно окрасить в более насыщенный красный. Также некоторые фрагменты разбавила сиреневым оттенком. На кончики и середину лепестков слегка наносим зеленый цвет. Это придаст цветку более живой вид. Нижняя часть на лепестках остается белой. Крапинки на лепестках можно нарисовать пищевым фломастером.
Небольшие участки ножек тычинок можно оттенить красноватым цветом. Большая часть ножек остается белым. Теперь на проволоку номер 22 мы закрепляем одну за другой тычинки, а также пестик. Теперь мы закрепляем узкие лепестки. Итак, у нас 3 внутренних лепестка, один из которых немного меньшего размера. Этот лепесток мы располагаем обособленно от двух других. 2 лепестка одинакового размера закрепляем между собой тейп-лентой, затем их вместе крепим к середине, а маленький лепесток располагается отдельно от них. Широкие лепестки закрепляются во втором ряду. Они располагаются между тонкими. Для чашелистика берем небольшой кусочек зеленой мастики. Эта часть цветка не должна быть слишком широкой, достаточно полсантиметра. Теперь нам надо сформировать 6 ребер, либо пальцами, либо пинцетом. Одно ребрышко располагается под самым центром лепестка, другое между лепестками. Чтобы сгладить неровности, можно воспользоваться маленькой кисточкой, смочив ее водой. Листья лепим тем же способом, что и лепестки. Размер листьев примерно 2 на 6. Чтобы вырезать форму листа, конечно же, можно воспользоваться специальной вырубкой. Но так как строение его очень простое, можно обойтись ножом для пиццы. Утончаем края, вдеваем проволоку и делаем оттиск лайнером. Немного оживляем листья светло-зеленым сухим красителем. Тейп-лентой закрепляем листик к цветку. Здесь хочется отметить очень немаловажный момент.
Дело в том, что листья альстромерии очень интересно расположены на стебле. Закрепляются они на нем тыльной стороной. Затем мы их прокручиваем, и сверху уже оказывается лицевая сторона. Стыки между листьями и стеблем замазываем мастикой. Бутончики делаем из той же зеленой мастики. Конус, сформированный размером примерно 1 см, делим на 3 части. Снизу формируем небольшой шарик. На каждый цветок можно закрепить несколько листиков и бутончиков. Чтобы создать веточку альстромерии, мы несколько цветков соединяем к одному стеблю. И на проволоку номер 18 мы закрепляем каждый цветок на одном уровне. Общий стебель обматываем лентой так, чтобы он был толще, чем стебли на каждом отдельном цветке. На одном уровне закрепляем тейп лентой и листья. Стебель можно смазать мастикой.